Приветствую вас, дорогие мои хендмейдеры и рукодельницы. А с вами я, Ксения Назарова, и творческий канал «Красота в деталях». Время идет, а мы продолжаем с вами подготовку к зимним новогодним праздникам и творить для этих праздников красоту. Сегодня я расскажу вам об изделии, которое стало бестселлером прошлого года. Очень много заказов поступило мне на это изделие. Это ободок со снежинкой. Лепесточки в этой снежинке я позаимствовала у известного и великого мастера канзаши Лериты. Работа очень интересная, снежинка потрясающе красивая. Сделана она из лент 2,5 сантиметра шириной, из атласных, парчевых. Посмотрите, здесь использованы и стразы, можно использовать фатин с блестками, красивые серединки. Вариантов исполнения такой снежинки множество, и все время я выполняла эти ободки с различными вариациями. Если кому-то покажется какой-то лепесток или сложным, или вы хотите сделать какой-то другой рисунок в этой снежинке, вы можете заменять, конечно, лепестки один на другой, что-то прибавлять, что-то убавлять, проявлять свою творческую фантазию. Вот такой ободочек сегодня мы сделаем. И я хочу сказать спасибо еще раз своим подписчикам. Я очень рада с вами дружить, нашему творческому общению. Спасибо вам огромное за ваши теплые комментарии, за высокие оценки мне и моим работам. А сейчас начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы с вами сделаем аксессуар к новогоднему костюму снежинки, на детский утренник снежинка на ободке. Для работы нам понадобятся ленты атласные шириной 2,5 сантиметра и 4 сантиметра. Вот такая вот белого цвета ленточка использована у меня, жемчужного цвета, серебряная парчевая лента, также шириной 2,5 сантиметра, и белая атласная лента шириной 4 сантиметра. А снежинка наша будет состоять из 4 видов лепесточков и вот такого вот серебристого фатина. Кроме лент нам понадобится для украшения снежинки вот такая вот стразовая тесьма жемчужно-белого цвета, красивая серединка, соответственно, 2 фетровых кружочка диаметром 4,5 сантиметра, ну и, естественно, ножницы, клеевой пистолет, зажигалка, пинцет и линеечка. Итак, по очереди расскажу и покажу, как делать наши лепесточки. Лепесточек, из которого будет у нас состоять лапки нашей снежинки, сделан из ленты белого цвета шириной 2,5 сантиметра. Мы должны вырезать, отмерить отрезок ленты 7 сантиметров. Далее мы складываем ленточку напополам и делаем небольшой скос, отступив примерно 1 сантиметр, отрезаем, и вот такой лепесток в виде трапеции получаем. Таких лепесточков нам нужно изготовить 24 штуки. Мы вырезали нужной формы лепесток. Затем я пользуюсь вот пинцетом, чтобы скос был ровненький, и приплавляю зажигалкой. Затем складываю наш лепесточек пополам, нахожу серединку, изнанкой к себе поворачиваю и загибаю краешки к серединке. И каждую половинку сгибаем еще на половинку. Получаем вот такой самолетик. Это гениальный лепесточек от Лериты, который отлично и прекрасно, красиво смотрится в любом изделии. Цветочек, снежинка. Отрезаем кончик и приплавляем зажигалкой. Получаем вот такие вот самолетики. Из них мы будем делать
лапки нашей снежинки. Этих лапок будет 6 штук. И каждая лапка будет состоять из 4 самолетиков, которые мы как матрешечку будем вкладывать один в другой. Вот таким образом. Ставим каплю клея. Помогаем себе пинцетом. Третий самолетик. Лапка нашей снежинки почти готова. Таких лапок будет 6 штук. И в конце мы должны подклеить сюда вот такой вот красивый двухцветный лепесточек. Скажу сейчас, как его изготовить. Это лепесток номер 2 в нашей снежинке. Для него мы возьмем два отрезка ленты шириной 2,5 см, парчу серебряную и атласную ленту белого цвета. Длина отрезка 11 сантиметров. И мы складываем их изнанкой друг к дружке и сплавляем по краям. Таких лепесточков нам нужно сделать тоже 6 штук. Вообще всех видов лепестков нам нужно по 6 штук. Итак, мы сплавили 2 ленточки в один отрезок. И теперь, так как у меня серебристая лента будет внутри, я складываю ее вовнутрь. Серебристой лентой внутрь. Складываем пополам, отмечаем серединку. Затем сгибаем краешки к серединке. Немного фиксируем зажигалкой. Затем поднимаем вот эти лапки наверх, к вот этому краешку, к вершинке. И складываем еще раз. Лепесточек такой, конечно, для продвинутых пользователей, но при желании все можно освоить. Эту лапку мы тоже поднимаем к вершинке. Еще раз складываем. Такой двойной треугольник у нас получается. Следим, чтобы все края у нас, все стороны совпадали по максимуму, насколько это возможно. А теперь складываем все вот это дело назад. Подравниваем, если надо, все краешки. А теперь зажимаем пинцетом вот так немножко на уголок и хорошенько разогреваем огнем, чтобы сплавились у нас вместе все слои нашего сложного лепестка, чтобы он не развалился, и мы его таким образом закрепим, чтобы дальше с ним можно было работать. Здесь у нас 2 стороны, и каждую мы будем складывать вот таким образом к серединке. И этот треугольник тоже. Краешки срезаем, просто чтобы подровнять, и тоже хорошенько сплавить все слои ленты. Здесь очень много слоев получается. И чтобы не развалился наш лепесточек, мы хорошенько прогреваем огнем зажигалки, чтобы склеить вот этот вот уголок. Склеили. А теперь, чтобы лучше ложился наш лепесточек, нам нужно вот этот неровный краешек немножко срезать, сравнять ножницами и приплавить зажигалкой. Держим, зажимаем пинцетом, а с этой стороны приплавляем наш срез. Такой вот сказочный лепесточек у нас получается. Можно разогреть немного огнем, чтобы вот эти ушки
развернуть. Вот такой вот лепесточек у нас получился. Это будет вершина нашей лапки у снежинки. Вот такой элемент у нас получается. И чтобы скрыть здесь, задекорировать все ненужные моменты, срезы и так далее, затемнение, можно воспользоваться либо стразами на клеевой основе. Вот у меня вот такая вот стразы на нити. Я разрезала их немного, сделала потоньше, напополам. И вот таким образом сейчас буду декорировать нашу снежинку. Это могут быть просто полубусины, все что угодно. Не торопясь, аккуратно, шаг за шагом мы делаем 6 вот таких вот лапок. Далее приступим к серединке нашей снежинки. Вот так вот, таким образом нам нужно сплавить 2 ленты, 2 отрезка лент шириной 4 сантиметра и парчи шириной 2,5 сантиметра, длиной по 8 сантиметров каждая. Складываем сюда в серединку. Этот лепесточек тоже от гениальной Лериты, у которой, наверное, самые лучшие в мире снежинки канзаши. Круче я просто не встречала пока. Приплавляем зажигалкой 2 отрезка длиной 8 сантиметров. Далее складываем напополам, чтобы отметить для себя серединку. И, держа к себе изнанкой, складываем из отрезка вот такой треугольник. Сложили треугольник и сложили его вовнутрь. Вот этот краешек мы подрезаем, подравниваем ножницами и склеиваем при помощи зажигалки. Когда мы убедились, что хорошо спаялся у нас вот этот вот краешек, и вот эту часть мы складываем пополам. И смотрите, что мы делаем. Так как лента у нас очень хорошо плавится, мы разогреваем вот этот краешек зажигалкой и очень быстро, пока он не остыл, приплавляем вот этот краешек вот к этому краешку. Можно, конечно, это сделать и каплей клеевого пистолета, но очень хорошо, быстренько, если это сделать, он выступает как клей. Сама лента сама к себе прекрасно фиксируется. Вот такой вот лепесточек красивый, объемный, двухцветный у нас получился. И вот теперь на внутреннюю часть мы наносим капельку клея и фиксируем к серединке его. Таких лепесточков, как я уже и говорила, нам нужно 6 штук тоже. Ну и последний лепесточек из ленты такого жемчужно-серого цвета.
тоже атласная лента 2,5 сантиметра шириной, а отрезочек 5 сантиметров длиной. Оплавляем краешки, тоже находим серединку, держим изнанкой к себе, складываем в треугольник. Складываем треугольник напополам вовнутрь. Подравниваем ножницами вот этот срез, срезаем этот край, приплавляем зажигалкой, спаиваем наш срез. Получаем такой вот треугольничек. И вот этот вот край мы выгибаем на половинку. Стало так, было так, стало вот таким образом. Выгибаем. Буквально на минуту подносим огонь, фиксируем в таком виде. И кончик тоже делаем остреньким. И получаем вот такие вот лепесточки. 6 штук. Для придания нашей снежинке еще большей сказочности и блеска я взяла серебристый фатин, квадрат 6 на 6 сантиметров, и делаю вот такую вот кисточку. Складываю его не ровно, а так, таким образом, чтобы было 4 вершинки. Сложила и одну часть сюда складываю к себе вперед, другую назад. Просто получаем вот такую вот многоугольную кисточку. Серединку срезаем, уголочек, и фиксируем с помощью одной зажигалки в таком виде сложенный лепесточек. Итак, все для нашей снежинки уже готово. Однако я забыла сказать про то, что я подготовила уже ободочек. Я взяла основу для ободка стальную и оплела ее тонкой атласной лентой 6 миллиметров. Ссылку о том, как оплести ободочек, я оставлю в инфобоксе под этим видео. Так, начинаем собирать нашу снежинку. Приготовим кружочек фетра и вначале будем наклеивать лапки нашей снежинки. Заранее можно их примерить. Начинаем подклеивать к краешкам нашего кружочка фетрового. Подклеиваем наши лапки. Между нашими лапками вклеиваем лепесточки из двух видов лент. И вклеиваем теперь наши самые маленькие лепесточки малышки
Помогаем себе пинцетом. Снежинка у нас такая многосоставная, сложная, объемная, узорная и очень-очень красивая. Лепестки в такой снежинке можно варьировать. Сложные лепестки заменять на более простые, экспериментировать с рисунком, заменять одни лепесточки на другие. Главное, чтобы вы получали удовольствие от творческого процесса, чтобы ваша снежинка вам нравилась. Итак, все, наши снежинки почти все уже готово. Нам нужно примерить серединку. Фатин мы будем подклеивать снизу. Опять же, если вы считаете это нужно, можно исключить этот элемент, можно добавить. С фатином наша снежинка будет более пушистая. Я думаю, 7-8 штук таких квадратиков будет достаточно. Примеряем нашу снежинку, где бы вы хотели, чтобы она располагалась. У меня вот здесь сбоку она будет располагаться. И снизу мы подклеим нашу снежинку и закрепим вторым кусочком фетра. Вот такая вот ажурная, прекрасная, красивая снежинка у нас получилась. При желании можно украсить ободочек. Вот у меня осталась здесь стразовая такая тесемочка красивая. Можно оклеить ей ободок. Либо это будут полубусины, либо стразы на клеевой основе, у кого что окажется под рукой. Я режу эту тесьму пополам, потому что ширина моего ободка это примерно 6-8 миллиметров, наверное. Вот такой вот прекрасный ободочек для нашей снежинки у нас получился.